Перед самым путешествием я встретился с Мамоновым. Петя Мамонов, такого знаете? Он играл в фильме «Остров». Он много где играл, он хороший музыкант, он много фильмов потрясающих, там «Такси Блюз» и так далее. Но встретиться мне с ним захотелось после фильма «Остров». Фильм этот сильно на меня повлиял. И до сих пор, наверное, является моим таким настольным фильмом. Потому что, несмотря на то, что он фильм совсем не про путешествие, совсем про другую историю, но в этом фильме есть очень важный момент, он про отшельничество. И про то, как человек меняется радикально внутри себя. И это был очень важный посыл моего путешествия, потому что часто мы слышим такую штуку, что вот сейчас развелось кругосветчиков, все такие в кругосветке едут, стало это модным. А что не ездить вот просто как турист, приехать в какую-то страну, там поездил, посмотрел все, точно так же прошел какие-то маршруты и вернулся. Я могу сказать даже больше, что когда ты поедешь туда туристом и возьмешь свой мотоцикл, либо арендуешь там, запланируешь все это, поставишь точки на карте, какие-то интересные места, изучишь, ты страну увидишь больше. Больше намного, чем я, кратно, чем я, проходящий через нее, не знающий, не подготовленный. А чаще всего я специально абсолютно не готовился ни к какой стране, просто приезжал в страну и говорил, ух, нифига себе, оказывается, как здесь. И даже когда они пытались рассказать, я говорил, не надо. Хотя это, конечно, касалось тех стран, где я понимал, что относительно безопасно, потому что, конечно, к странам, где наслышаны мы все про криминальную ситуацию, особенно Западная Африка и так далее, я, конечно, пытался что-то узнать. И в некоторые страны не получалось узнать, даже несмотря на мои желания. Например, в Камерун я просто кричал о помощи во всех соцсетях, дайте информацию, что за страна, что мне ждать. Но никто мне не мог дать нормальной информации, хотя Камерун такая крупная, известная, большая страна. Я понимаю, когда приехал я в страну Мали. Кто знает страну Мали? Где находится? Страну знаем, но там не побывали еще. Да. А Того, например. Ну, конечно. Того знаете? Конечно. А почему, конечно? Ну, потому что по Африке ездил много. Потому что Того для меня, я ее узнал, когда в нее въехал. Вообще, у меня было всегда плохо с географией. Я географию изучал примерно в момент своего путешествия. И Того же такая страна, она в ширину, по-моему, всего 120 километров. И такая кишка, она там 600 с чем-то или 700 километров в длину, такая сосиска, и 120 она прилегает к побережью. То есть я можем проехать насквозь меньше, чем за пару часов, даже и не заметить. Вот. Но главное, о чем я хочу рассказать, это совсем другой аспект, который как раз очень мало кто знает, и это большинство народа заблуждаются, и в итоге знают это только кругосветчики, которые за этим поехали. То есть и нас, не побоюсь сказать, такой узкий клуб. И понять друг друга можем, наверное, только мы. Вот недавно была выставка, поехали, мы там встретились, если как белорусская кругосветчица, Катя Дубаневич, наверное, кто-то за ней следит. Если не следит, то обязательно следите, потому что у нее наверняка, она сейчас вернулась, но у нее будут еще какие-то приключения. Полный кайф разговаривать с человеком, который, когда ты что-то говоришь, ему не надо объяснять ничего, он понимает посыл изначальный, почему ты это делаешь. Он не задает вопросов этих, которые нормальны, естественно, для другого человека, но кайф разговаривать с человеком, который тебя понимает, прошел тот же самый путь жизненный, не путь маршрутный, потому что когда говорят, вот, ты проехал там 4 года, 200 тысяч километров, 75 стран, вот из этого всего 75 стран, 200 тысяч километров – это ничто. То есть это вообще цифра, которая совершенно не имеет отношения к делу. Можно было проехать, там, не знаю, 2000 километров, можно было проехать 500 тысяч километров. И либо получить, либо не получить то же самое. Потому что едем мы за другим. Кстати, изначально
опять же, даже те, кто едут в кругосветку, чаще всего не знают, зачем они едут. Я вот сейчас спрашивал своего друга, который собирается в белую кругосветку на много-много лет. Он 10 лет закладывает себе сейчас путь. Так что, может быть, через 10 лет у вас будет здесь интересная очень встреча. И я спрашиваю, зачем ты едешь? И вот этот банальный ответ, который тоже, когда меня спрашивали перед моей кругосветкой, зачем, я не мог ответить, как я не пытался сформулировать. Потому что этот вопрос задавали все очень часто. Но сформулировать его было невозможно. Ну, познать себя, увидеть мир. Вот самое банальное, что лезет в этот момент в голову. И действительно, мы едем за этим. Какое-то внутри чувство необъяснимое нас тащит, а только потом в пути, причем не через первые месяцы, а уже там через год, наверное, через 2, ты начинаешь понимать в итоге зачем. И чем отличается вот эта штука от туризма, который ты приедешь, увидишь больше, проедешь больше, но не почувствуешь и не испытаешь того, что испытает кругосветчик. И почему? Я все хожу вокруг да около, но сейчас раскрою эту мысль. Когда ты уезжаешь в кругосветку, даже когда ты планировал, а я изначально планировал 800 дней, потом это вылилось уже там в 1460, то перед тобой оказываются такие весы, на чаше которых ты должен что-то положить. Всегда в жизни, что бы мы ни делали, мы делаем выбор. Какой бы путь мы ни выбираем, неважно, работу, там, в семье, в отношениях, где угодно. Мы всегда делаем выбор на каких-то таких виртуальных весах. И на одну сторону мы кладем наши желания, на другую мы кладем то, чем мы ради этого жертвуем. Жертвуем мы всегда без исключения. Но когда у нас уже привычная ситуация, когда мы живем в этой жизни, мы уже привыкли, эти жертвы мы уже сделали изначально, мы даже не понимаем, что мы их делаем, но мы их делаем каждый день. То когда ты собираешься в кругосветку, эти вдруг жертвы, которые мы уже сделали до этого, вдруг оказываются... Что-то я очень сложно начал рассказывать. Но... Все затихли, нормально, да. нормально. Они оказываются визуально, ты начинаешь их визуально воспринимать. То есть до этого они где-то были, ты о них не думал, и тут они оказались вот. Ты понял, что это жертвы. Главное ведь это мы тут главное. А остальное все, давайте, тут подождем. Так вот, об этих жертвах. Когда ты едешь в кругосветку, то неизбежно ты понимаешь, что ты попрощаешься со своим бизнесом, скорее всего. То есть, если у тебя отлаженная какая-то есть работа, если ты профессионал в какой-то области, востребованный, то ты, если ты не будешь этим заниматься в процессе, то ты потеряешь эти навыки. В конкуренции твои соперники займут твое место. Ты потеряешь это, тебе придется с этим расстаться. В отношениях. Это семья, это любимая женщина, это просто какие-то, любая форма отношений. Как бы ты ни хотел, чтобы это все сберечь, почти 99%, что ты это потеряешь. Есть случаи, есть исключения. Я видел одного американца, путешественника, без ноги, который ехал на мотоцикле. У него жена парализованная, в Штатах они едут вместе. Несмотря на то, что он едет один, но они едут вместе, потому что он каждый раз созванивается, она делает ему маршрут, он ей отчитывается, что проехал. В общем, они работают над этим маршрутом, над этим путешествием вместе, несмотря на то, что они находятся на расстоянии. Но это исключительный случай. Никакой женщин здесь много, не нужен мужчина, который где-то катается за 1000 километров. И могу сказать, что первый вопрос, который задают женщины, когда их мужья им рассказывают, вот повстречал там одного путешественника, он, представляешь, столько объехал. Я говорю, да как же он семью-то бросил? Мой друг, когда я вернулся
очень хороший мой друг, он говорит, знаешь, кого больше всего ненавидит моя жена? Я говорю, да, знаю. Он говорит, тебя. Мы кладем это на... Давайте выберем это левая часть весов. На левую сторону весов. Дети. Если мы еще не имеем детей, то на время путешествия мы откладываем их появление. Скорее всего, потому что бывают случаи, когда люди женятся и потом возвращаются, там им звонят женщины и говорят, ты тут забыл ребенок, у нас тут появился. Вот. Но если у тебя есть дети, то особенно маленькие, как у меня, я уезжал, у меня дочке было 3 года, ты теряешь самый лучший возраст. Ты не видишь, как она растет, ты не находишься с ней рядом, ты не обнимаешь. Вот это же самое приятное чувство, особенно когда у тебя девочка, и особенно с возрастом ты начинаешь понимать ценность девочки, потому что когда я был молодой, мне казалось, что только мальчик должен быть сын, у меня сейчас сын взрослый совсем. Вот. Но девочка, и ты упускаешь этот момент, ты упускаешь эту самую, наверное, прекрасную пору. Ты жертвуешь тем, что когда ты вернешься после 4-летнего кругосветки, ты возвращаешься к абсолютному нулю. Если, знаете, как в фильмах про мафию выходит он, и там для него там где-то бизнес, долю, деньги отложили. Если у тебя нет чего-то подобного, то ты возвращаешься, тебе всю жизнь приходится начинать с нуля. И это вдвойне сложнее, потому что в путешествии ты привыкаешь к тому, что все проблемы, которые происходят, они происходят последовательно. Что ты знаешь, куда идти. И ты знаешь, каких проблем, скорее всего, тебя ожидать. Жизнь же нас ставит, мы к этому привыкаем, и этого не замечаем. Совершенно другие условия, намного сложнее. Нам в жизни приходится решать 1000 проблем одновременно. И когда после 4 лет ты этот опыт теряешь, вернуться обратно в эту жизнь очень сложно. Вы знаете, наверное, есть такой синдром войны, да, когда люди возвращаются с войны, они не могут себя найти в этой жизни. И виновата не война, не то, что там трагедия, то, что там люди испытывают шок, а виновата ситуация, в которой люди долго находятся. Это то, что там все очень просто. Там есть свои, есть враг, есть начальник, командир, который тебе говорит, что делать. То есть тебе приходится принимать минимальные решения, в отличие от того, как мы живем в обычной, обыденной жизни, где нам надо думать обо всем сразу и очень стройно, в конкурентной среде пытаться найти свой путь. На эту чашу весов неизбежно придется положить здоровье. Мы как бы все думаем, что нас пронесет, но статистика показывает, что большинство путешественников, которые проходят долгий путь, они получают травмы, они переболевают тяжелыми болезнями. Некоторые из них погибают. У меня погибло 2 друга, пока я находился в пути, тоже путешественники. От, казалось бы, банальных таких причин, как малярия, которая сейчас лечится почти в 100% случаев, если это не запущенная форма. Кстати, сейчас сразу отвлекусь чуть-чуть. Вот еще не прошло недели, как погибла девочка. Сейчас очень популярны стали маршруты, так как все остальное закрыто в Танзании. Эта зона очень сильно малярийная, и люди возвращаются, не привозят с собой куартем или лекарства, подобные от малярии, которые там продаются везде за копейки, здесь их не достать. Если что, если у кого-то крайний случай, звоните мне, у меня есть. И самое главное, что врачи не знают, что делать. Врачи не диагностируют малярию, потому что малярии у нас нет, они ставят другие любые диагнозы, пытаются с ними бороться. В итоге, когда оказывается малярия, уже становится поздно, потому что тропическая малярия на 4-й день, в принципе, точка невозврата. Дальше, даже при хороших лекарствах, при хорошем лечении, совсем не обязательно, что получится справиться с проблемой. А с малярией только один случай. Это либо ты живой, либо мертвый.
погибла девочка, 14 лет, 15, да, с родителями съездила. Никакой информации об этом нет, поэтому рассказывайте своим друзьям как можно больше об этом, чтобы таких случаев было меньше, чтобы люди, когда приезжали, понимали, когда едут туда, они знали, что на обратном пути обязательное условие надо сделать. Надо с собой хотя бы месяц здесь, в России, хранить лекарства от малярии, и в случае чего, если врачи не знают, что делать, что с тобой происходит, то надо их сразу пить. И даже если нет варианта сделать тест на малярию, надо просто брать и пить, потому что лучше чуть-чуть повредить свою печень, которая потом восстановится через какое-то там несколько месяцев, чем просто погибнуть. Так вот, обратно возвращаясь к лесам. Это основное, что я перечислил, но там есть много. Мы же все привыкли и воспитаны с детства что-то потреблять, что-то получать. Нам с детства внушают, что мы должны что-то иметь, мы должны там иметь автомобиль, квартиру, одежду, какой-то набор сейчас обязательно, там этот список растет. И скорее всего, когда ты уедешь, ты тоже этого все лишишься, потому что ты не сможешь это все взять с собой. Здесь это хранить, если кто-то и будет, то тоже недолго. И вот этих материальных вещей, для кого-то они очень важны, ты тоже лишаешься. Ты упускаешь время из этой жизни, которая тоже очень ценна для многих. Люди думают, я поехал бы в Кыргызстан, потом думают такие, а если, когда называешь цифру, 4 года. 4 года. 4 года я буду мотаться здесь, пройдет такой огромный кусок моей жизни. Люди не понимают ценности той, они осмысливают себя здесь. Они понимают, что, представляете, из вашей жизни сейчас взять 4 года и забрать. То есть вот сейчас там кому-то, не знаю, кому-то 20, кому-то 30, кому-то 40, то к вам будет уже там 44, 45, там, 25, там, 35. Куда-то это денется. И вы на моменте старта вы не можете пощупать куда, вы не можете оценить, понять ценности того, что вы получите. Вы можете это теоретически представить, но ощутить это в полной мере вы не можете. Поэтому для вас в этот момент это будет огромная жертва, которую вы опять же кладете вот на эту левую чашу весов. Что вы кладете на правую? Вы не знаете на старте, что будет там. Может быть, это будут какие-то проблемы. Да, вы представляете себе красивые картинки, вы представляете себе вот такие вот образы, красивые пейзажи. Я ехал за ними. Изначально старт был ради вот этого. Ради того, что когда я видел в интернете какие-то картинки, красивый пейзаж, такая скалистая местность, горы, и там стоящий мотоцикл, или какой-нибудь в джунглях застрявший Land Rover, где там путешественники его вынимают, какие-нибудь велосипедисты, проходящие дорогу смерти, или, знаете, вот эти красивые кадры, когда какой-нибудь путешественник с рюкзаком стоит на обрыве и смотрит вдаль, а там сотни километров открытого пространства. Это жутко заманчиво, особенно для людей, которые с детства вот этой романтикой генетически заражены. И ради этого ты отправляешься в путь. У тебя вот эта чаша весов практически пуста, ты не понимаешь, что ты от этого получишь. Если нет у тебя вот этого сильного стимула, то, естественно, при осмысленном выборе, что выбирать, ты выбираешь остаться. Но проходит время, и в течение всего путешествия эта чаша очень быстро начинает наполняться. Вначале стартуя, нет, не стартуя, вначале, как только ты придумываешь саму идею путешествия, как только ты ее озвучиваешь и начинаешь делать первые шаги, вдруг мир меняется. Он поворачивается весь к тебе лицом. Вдруг у тебя начинает чаще звонить телефон.
У тебя начинают появляться люди, с которыми ты ни за что бы не познакомился, если бы не собрался на какой-то совершенно безумный поступок куда-то уехать или что-то подобное. Причем это не обязательно путешествие, это может быть что угодно. Когда ты замахиваешься на что-то безумное, вдруг начинают появляться удивительные люди, потому что этот мир безумцев, он не соприкасается с теми, кто не готов сделать этот шаг. Он отдельный, и в него надо обязательно вступить, а для этого надо задумать что-то большое, настоящее. И вдруг еще ты никуда не едешь, еще только у тебя появилась идея, еще ты только ее озвучил, но жизнь твоя начинает резко меняться, у тебя начинают появляться друзья, твой дом начинает наполняться какими-то людьми, которые постоянно приходят. Те люди вдруг ни с того ни с сего начинают помогать. Ты ничего не сделал, ты вообще еще, вот, кроме своей идеи, ты палец о палец не ударил, но вдруг мир поворачивается, и люди начинают тебе помогать. Это такой еще противооткатный механизм. Когда тебе люди начинают помогать, ты понимаешь, что тебе уже нельзя отказаться, потому что ты уже одолжил что-то у них. И тебе вот своим путешествием это неизбежно придется возвращать. Потом ты начинаешь, знаете, вот первые километры путешествия, не километры, ну первые там сотни километров путешествия, когда вот я уже ехал по Сибири, я заметил, что я еду и улыбаюсь. То есть вот в жизни мы же редко, вот просто сильно, не знаю, идем по дороге и улыбаемся, редко же. А тут ты едешь и понимаешь, что у тебя вот здесь вот в шлем упираются щеки, ты осмысливаешь, почему это так, и понимаешь, что ты едешь всю дорогу улыбаешься, что у тебя уже вот здесь вот уже даже больно, потому что ты смотришь по сторонам, ты видишь, как вот проходят вот эти вот какие-то поля, леса, ты понимаешь, что это Сибирь, ты понимаешь, что вот эти руки, которые держатся за ручки мотоцикла, это твои руки. Олег, это ты на самом деле сейчас едешь на этом мотоцикле здесь, в Сибирь, в кругосветку. Это абсолютно сумасшедшее чувство. Потому что когда ты задумываешь, ты понимаешь, что ты это будешь делать. Ты готов, ты все. Но это же невозможно. Это очень сложно переложить на себя, пока ты вот этого не испытаешь. И абсолютный кайф – это испытывать в реале. То есть вот на эту чашу весов ты кладешь вот это потрясающее ощущение счастья. Действительно счастье, потому что сейчас же вот этот Инстаграм, вот это все, мы открываем, смотрим, господи, сколько счастливых людей, почему же я такой несчастный, да, там все улыбаются, все. Потом встречаешься с людьми и смотришь, блин, там все не так по-настоящему. То есть у нас эта улыбка, она очень стала инстаграмной, она очень стала нарцисс, как это слово выговорить в таком формате. Слово нарцисс. Самовлюбленный. Ну, не самовлюбленный. Ну да. Когда мы хотим полюбоваться собой, показать, смотрите, как у нас все хорошо. А тут тебе некому показать. Ты едешь и улыбаешься сам с собой не потому, что ты это кому-то показываешь. Тебе даже не надо это никому снимать. Мы же сейчас все что-то видим, мы сейчас все достаем телефоны и снимаем, потому что не снял, не был. А тут ты едешь, и вот этот кайф, он полностью с тобой. Ты сам в этом во всем, и это полностью самодостаточное ощущение. Когда я уезжал, мне один человек опытный, который очень много путешествовал, очень долгие у меня были маршруты длительные. Когда я набрал там камер, всего, он говорит, слушай, ты ничего снимать не будешь. Я говорю, почему? Ну вот поверь мне, не будешь и все. И действительно, когда ты едешь, вот эта съемка, вот это вот снять себя, снять то, где ты находишься, это из удовольствия, которое сейчас, когда вот в путешествиях ты едешь каких-то маленьких туристических, это же обязательная программа, мы от этого испытываем удовольствие. В большом путешествии для тебя это мука. Потому что большое вот это путешествие, оно дает тебе самому кайф от того, что ты видишь. Кайф не от того, что ты этим делишься, а кайф от того, что ты это видишь по-настоящему, сам.
Потом дальше начинают появляться люди. И через какое-то время ты понимаешь, что главное – это не вот эти все пейзажи, которые были в этом видео. По-настоящему ты понимаешь все это после того, как проходишь обязательные несколько этапов. И первый этап – это состояние никому не нужности. Ты уехал, вначале все так тебя провожали, столько было вокруг тебя, звонили тебе какие-то телевизионщики, какие-то журналисты, очень все тобой интересовались, потому что вот какой-то парень куда-то уезжает, какой-то чокнутый, это круто, в кругосветку. Тебе все помогали, тебе все звонили, спрашивали, как дела. Первое время, когда ты уехал, а тебе тоже все помнят, все интересуются, ну как же там, как первые километры, как это. Потом эта ситуация для людей, которые за тобой наблюдают, она становится уже привычной. Ты едешь, преодолеваешь какие-то километры, находишься все дальше и дальше. Какие-то единицы из тех, кто за тобой следит, настоящих таких соратников, они по-прежнему с тобой, но даже они все реже и реже начинают тебе писать. А уже, если говорить об остальных, так вообще о тебе забывают. И вот это становится первым серьезным испытанием. Причем, как оказалось, не только у меня. То есть опыт показывает, что это типичная психологическая проблема, с которой сталкиваются все, кто уезжает надолго. И это очень мучительное испытание. В этот момент происходит психологическая ломка. В этот момент приходит понимание, что будет с тобой, когда ты умрешь. Мы же все так представляем, что вот мы сейчас вокруг, здесь наши родственники, какие-то события, от нас что-то зависит, нам звонят, спрашивают, о нас помнят. Вот ты уехал, прошло там полгода, и ты видишь этот мир, как он живет совершенно без тебя, совершенно комфортно. Какие-то там пару человек там о тебе действительно там страдают, переживают, но остальной весь мир-то все наладилось. Тебя как единицу, какую-то ячейку вытащили, убрали, какое-то время там эта ниша заполнялась, и все, она заполнилась и живет прекрасно без тебя. И вот это состояние, когда ты видишь, что без тебя все хорошо, оно очень мучительно нашему эго. И, как говорит один мой друг, это значит у тебя, когда ты это состояние уже принял, когда ты его пережил, это у тебя отвалилась вторая ступень, космическая, сравнивая это с ракетой, которая идет куда-то в космос. Ты уже близок к тому, чтобы выйти на орбиту, но еще не вышел. У тебя пока первая космическая скорость, ты еще больше с какими-то психологическими проблемами, строишь планы. Планы в путешествии — это тоже такая интересная штука. Естественно, когда я стартовал, я примерно представил, как я все буду делать. Это нужно было еще и спонсорам, нужно было им рассказать, как, чего, где, сколько времени, где, в каких городах. У меня плюс-минус недели был рассчитан весь маршрут, где и когда я появлюсь. Я доехал до Алтая, там у меня какие-то происходили задержки технические, там нужно было преодолеть перевал, который засыпал снегом, а у меня не было опыта, я боялся его один преодолевать, мне обещал друг такой опытный помочь. Друг этого зовут Володя Север, он там на Алтае живет, делает мототуры, очень хорошо знает Алтай, у него такой настоящий сибирский дом, сам он такой великан сибирский, такой похож на Валуева, очень такой огромнейший такой человек, с очень сильными руками, такой прям, там, мы пытались ключом пробку, у меня заклинило бензобака газовым ключом и открутить, у нас не получалось, он подошел, открутил. Володька он такой, то есть, представляете, к нему приехали на мототур люди,
И вот этот большой дом великанов, в котором такие большие ступеньки, большие столы, большие... Вот ты чувствуешь себя как лилипут в доме великанов. И потом вот он о всех заботится, все там какие-то ребята. Он говорит, подожди, мы поедем сейчас на мототур, и ты с нами поедешь и проедешь, там, если что, поможет. Ну и все, мне один день надо было подождать. И вот вечер наступает, все за столом, вот эти все туристы, все потом определил всем место, все ложатся спать, такие кровати на мансарде. Все мы уснули сразу, потому что очень уставшие. Я просыпаюсь ночью от того, что пол скрипит, кто-то ходит. Я вижу вот этого Володьку, гиганта, который ходит и всем вдруг управляет одеялки. И он как старший брат. Я его до сих пор воспринимаю, хотя он на год меня младше, но вот у него такой заботливый, такой вот большой, такой он какой-то вот очень ответственный, что его воспринимаешь почему-то как старшего. И мы приехали, прошли этот перевал, уже было очень темно, мы остановились в юртовом лагере, там, в горах где-то там высота порядка 2500, по-моему, была. Мне казалось, что это очень много. И такой ужин в юрте, такой чайник, стоящий на плите, кровати, которые вот так вот вокруг этой юрты. И мы буквально, все же взрослые, ну, как, вы знаете, мальчишки свет потушили, как в пионерском лагере, я вот это вспоминаю. И все, Володька говорит, так, все молчат. И все такие начали что-то там шепотом говорить, ржать, хихикать. А ну-ка так, все тихо, молчать. Опять все там вот это хихикают. То есть состояние абсолютно удивительное, потому что ты оказываешься опять как будто в детстве. И вот следующий день, и Володь говорит, давай оставайся, поедешь с нами на мототур. Я говорю, не, Володь, мне в Монголию по плану надо, у меня и так я уже опаздываю, и все. Он один раз сказал, второй раз, пока мы уже завтракали, он говорит, поехали с нами. Я говорю, не, Володь, все, Монголия, план. Он говорит, ну-ка пойдем в Изму. Мы с ним выходим из юрты, он такой надо мной наклоняется, такой, вот ты зачем в кругосветку поехал? Я говорю, чтобы все увидеть. Я говорю, вот если с нами не поедешь, ты ничего не увидишь. И ушел. Я стою, я понимаю, блин, ну что, все, поеду. И поехали. Я увидел такое. И с того момента я понял, что планы в кругосветке, они кроме вреда ничего не приносят. Да, у тебя должен быть примерный вектор, ты должен знать, куда ты идешь. Ты примерно стараешься соответствовать какому-то времени. Какой-то у тебя открываются какие-то внутренние часы, которые работают уже своим каким-то неведомым этому миру образом. И ты подстраиваешься под них, вернее, они тебя подстраивают по свое мерное тиканье, которое может быть совсем не похоже с этим с мирским ритмом. Есть люди, которые очень щепетильно описывают, сколько где-то чего стоило, они это запоминают, все это, то есть для них это важная такая составляющая, для меня она абсолютно не важна. И когда я поеду в следующий раз куда-то, я, скорее всего, не буду узнавать, что меня ждет там, какой надо пирамид, где и что. Я просто еду и сталкиваюсь с этим лоб в лоб. И отсюда начинаются приключения. Если я буду все знать, если я поеду без вот этого интриги, что там, я лишусь Все знать все равно не нужно. очень, очень важной составляющей, вот, которая прям для меня главная. Поэтому я говорю, я не узнаю ничего. Я просто еду, я не знаю, как я буду переплывать Гибралтар, я просто еду туда, приезжаю и узнаю, какие правила, куда вообще, сколько это паром, сколько это стоит, и вообще можно ли на нем там переехать. Я, то есть старался как раз вот это все время, эту ситуацию сделать такой, чтобы это я все узнавал, а не по готовому сценарию я все это проходил. И благодаря этому, вот этому потом вернемся вот к этой чаше, к этим лесам, вот к тому, о чем я хотел рассказать, благодаря этому путешествие становится совершенно другим. И когда у тебя мотоцикл ломается, когда с тобой что-то происходит, когда с тобой случаются какие-то неприятности это слово в кавычках, то вот тогда, в этот момент, начинается путешествие.
пока у тебя все хорошо, пока у тебя все по плану, пока у тебя работает хорошо мотоцикл, ты здоров, ты знаешь, где чего тебе нужно, у тебя все в порядке с карточкой, с деньгами, у тебя работает связь, телефон, путешествие не происходит. Путешествие происходит, когда все вещи начинают отказываться. И тогда ты идешь к людям, и тогда эти люди начинают раскрываться. Тогда ты выпадаешь совершенно не запланированные никак пути. И вот в этих вот путях, вот в этих дорожках есть самое путешествие. Когда у тебя все. У меня есть друг, который проехал по Африке по плану. Он меня... Просто мы с ним сидели, возможно, мы с ним сидели, и он записывал каждую. Это неплохо. Это просто такой тип путешествия. Но он совершенно... То есть мы, и он, и я ехали на мотоцикле. И он, и я вроде бы путешественники. И он, и я прошли этот маршрут. Во многих местах мы прошли одни и те же точки, даже повстречали каких-то одних и тех же людей. Но мы изначально ехали совершенно за разным, и в итоге получили совершенно разное. Я еду за другим.